Всех приветствую сегодня. У нас на связи журналист Метафайт Салам Умаров. Всех 11 приветствую мая, всем. 11 мая пройдет турнир UFC 315 в Канаде. В главном событии подерутся Билал Мухаммад с Джеком Делой Мадаленой. Это будет титульный бой. И сегодня Салам попытается дать свои прогнозы на этот предстоящий турнир. Салам, перед тем, как начать, спрошу у тебя, по десятибалльной шкале сколько дашь турниру? Всех приветствую, всех зрителей твоих. По десятибалльной шкале я все равно как фанат единоборств, так скажем, да, фанат UFC, но из СНГ, из России, я много не дам этому турниру. Ну, наверное, 7 баллов из 10. И то только потому, что есть Билал Мухаммад, интересный потенциально, потом там в поединке там, условного Ислама или Хамзата Чимаева. Ну, есть русскоговорящая Валентина Шевченко. Да, есть, безусловно, для казахстанской аудитории Бигзат, да, который там будет драться. Есть знакомый российской аудитории Куцелаба, тоже, который будет проводить поединок. Поэтому, так если посмотреть, для человека, который плюс-минус там в теме разбирается, ну так, будет интересно вот просто как бы позалипать и там интересные прикольные поединки посмотреть. Но рекомендовать там всем посмотрите это я бы не стал. Опять же, для нашей аудитории это все равно Абу-Даби. Мне кажется, все равно большая часть это Абу-Даби. Все остальное уже как бы для прям гиков, фанатов. Для такого турнира 7 баллов довольно много, если у меня спросить. Давай начнем тогда с первого боя на этом турнире. Легчайший вес Брэд Каттона против Бигзата Алмахана. Брэд Каттона — это двукратный победитель ТАФ. Бигзат, я помню Бигзата только из-за его боя с Умаром Нурмагомедовым. Он довольно хороший бой с ним провел, довольно неожиданно. Как думаешь, Бигзат сможет победить Брэда Каттону? Я думаю, во многом сможет, во многом потому, что в бою с Умаром он, несмотря на то, что поединок большую часть своего времени он прошел в таком однотонном режиме, когда там Умар переводил, просто контролировал, такого развития не было. Там в первом раунде только этот интересный момент был с нокдауном, и все. Но все равно это опыт, и мы понимаем, что у того же Катоны в послужном списке в оппонентах нет таких имен уровня Умара Нурмагомедова. Все равно Умар Нурмагомедов это высококлассный спортсмен с огромным там, богатым арсеналом. И просто подраться с таким, простоять 3 раунда, 3 раунда дрались, если я не ошибаюсь, да. 3 раунда простоять с таким, это дорогого стоит. Я думаю, что ну, Бигзат заряжен, все равно надо понимать, что и раз ему UFC дали возможность подраться с Умаром, да, вот во время, в начале своего пути, это уже о чем-то говорит. Возможно, кто-то на него делает ставку. И если на него там кто-то возлагает какие-то надежды, эти надежды нужно оправдать. Поэтому будем надеяться, что Бигзат одержит победу. Там, наверное, он как фаворит идет, да, выходит больше этот, Честно, не смотрел. несмотря тоже, Ну, в честно. общем-то, Бигзат выбираешь, да? Да, туда Бигзат. Соглашусь с тобой. Дальше полулегкий вес, второй бой. Дэниел Сантос против Ли Чон Йонга. Если честно, этого бойцу я не знаю, но что успел посмотреть по ним, это то, что Дэниел Сантос за последние 3-4 года провел только вроде бы 3 поединка. Это довольно очень мало. И Ли Чон Йонг провел в UFC только 2 боя. Один выиграл, другой проиграл. В общем-то, ты этих парней знаешь. Нет, честно, опять же, и повторюсь то, что я сказал вне камер. а, Нет, я думаю, что нет там даже тем же журналистам глобального смысла там следить за каждым боем, потому что ну, аудитории нет такого запроса. То есть в комментариях не пишут, слушай, там, скажи-ка свое мнение по поводу Ли Чон Йонга или там Сантоса. Это только те, кто там условные ставки делают, или же там прям все турниры смотрят, вот Влад Калугин, каждый турнир смотрит, Давид Багдасарян вроде каждый турнир смотрит. И, ну, то есть, это ребята, которые ну, как бы в курсе всего, и, возможно, даже они как-то более объективно скажут. Но, не знаю, вот из того, что ты сказал, мне кажется, меньшее количество поединков за там, достаточно длинный промежуток времени – это скорее минус. То есть, постоянно нужно себя держать в форме спортсмену, учитывая там то, что это такой жесткий вид спорта. И давай я все-таки предпочтение отдам Ли Чон Йонгу.
Дальше средний вес. Марк Андре Баррио против Бруно Силвы. Ну, не блещут эти парни, не блещут. У Марка Андре Баррио 3 поражения подряд. И если он этот бой проиграет, то, скорее всего, его уволят. Но Бруно Силву я знаю из его боя с Шарой Буллетом. И Да. особо за ним не следил. Ты как думаешь? Ну, опять же, Бруно Силва, если я сейчас не ошибаюсь, он уже достаточно возрастной боец, 35 лет ему. А, И Но мне кажется, что все-таки фактор домашнего турнира, фактор того, что а, этот бой может стать последним в твоей в карьере в UFC, он, возможно, таким решающим, мотивирующим фактором станет, что сможет этого, Бруно. забыл, не Бруно. Как раз таки не Бруно, а Марк Андре Баррио привести к победе. Потому что ему эта победа как будто бы нужнее. Тот же Бруно, он там и с дебютантами дрался, Шари проиграл в дебютном бою. То есть этот парень, который, ну, как будто бы может себе позволить, ну, еще одно поражение. Вот. И мне кажется, что Баррио должен быть более заряжен. Не знаю, опять же, как там аналитики думают, там касаемо коэффициентов, как на него что дают. Но я давай здесь отдам предпочтение на Баррио. Баррио. Да. Мгм. Дальше полутяжелый вес. Навахо Стерлинг против Ивана Эрслана. Навахо это такой перспективный боец. Он выходит из претендентской серии Даны Уайта. Он тренируется с Адесаней, с Фукером, с другими знаменитыми бойцами. Как думаешь, этот парень сможет оправдать свои надежды? Ну, опять же, если а, Непобежденный. да, я вижу, да, 6-0. Если он, как ты сказал, тренируется с такими топами, причем тренируется на постоянной основе и так далее, все равно это, опять же, повторюсь, дорого стоит, когда у тебя в качестве спарринг-партнера бывшие чемпионы UFC, первоклассные кикеры, ударники, люди, которые там с топами этого спорта дрались, которые знают, ну, которые могут поделиться чем-то. Я думаю, это хорошим подспорьем будет. Поэтому, тем более 6-0, возможно, даже этот нолик он будет давлеть, но дополнительная ответственность, дополнительная мотивация. Поэтому давай я от предпочтения дам Стерлингу все-таки. Соглашусь, но Эрслана я, если честно, не знаю. Так что тоже, наверное, к нему отдам предпочтение. Дальше полутяжелый вес. Модестас Букаускас против Иона Куцелабы. Букаускас мне постоянно попадается. Везде вижу фамилию, везде его слышу, но никогда не удавалось посмотреть его бой. Дерется он с Куцелабой. Ну, практически все его знают. Какое твое мнение насчет этого поединка? Я предпочтение дам Куцелабе. Опять же, во многом потому, что я его знаю, я его бои смотрел. У него есть опыт проведения поединков с Магомедом Анкалаевым, который там действующий чемпион UFC. И, и парень еще на русском говорит, все равно он ближе к российскому СНГшному зрителю, да, чем Модестес. Поэтому давай отдадим предпочтение Куцелабе. Во многом потому, что еще он хороший парень сам по себе. Дальше на легчайший вес. Женщина Джессика Андраде против Жасмини Стовичиус. Андрада экс-чемпионка, наверное, поопытнее будет. Поопытней, но она сколько ей лет? Я помню, Андрада еще дралась еще в бородатые года. Мне кажется, у женщин, тем более, фактор возраста, он такой. Если у мужчин, там, можно сказать, тот же Волконовский, там, в свои там, 35-36 лет, сколько ему, возрастной боец для своего возраста, для своего веса, он конкурентен, то, мне кажется, у девушек все-таки это каждый год, полтора, они действительно могут там решать. Поэтому давай предпочтение дам я Жасмин все-таки. Жасмин? Да. Мгм, Несмотря на то, что, как ты сказал, опыта больше, но мне кажется, что возраст может стать решающим фактором. мгм. Дальше заключительный бой в предварительном карде. Полусредний вес. Майк Маллот против Чарльза Радке. Ну, это надежда канадского ММА, я думаю. Майк Маллот. Ну, кто у него? Ну, кто у UFC есть еще, помимо этого парня из Канады? Ну, Баррио есть. Да, в Все. этом карде все. Был GSP, который уже все как бы такая уже история. Но опять же, и повторюсь, возможно, фактор домашнего турнира
фактор вот этой поддержки трибун, он там положить в плюс сыграет, поэтому Майку отдадим, Молоту предпочтение. Тут во многом просто, это опять же мы понимаем, что это как бы пальцем в небо, тут такой глубокой аналитики от нас ждать не стоит, я думаю, будем говорить прямо откровенно. Но какие-то есть факторы, которые мы можем учесть, которые мы знаем, и основываясь на этих факторах, мы какое-то мнение можем представить о предстоящем поединке. Майк Маллет. Дальше основной карт турнира. Бенуа Сен-Дени, легкий вес. Бенуа Сен-Дени против Кайла Преполека. Впервые вижу этого парня. Он в последний раз в UFC дрался, по-моему, в 2019 году. И возвращается. Он последний бой, именно помимо UFC вообще, последний бой провел год назад. Ну, странно, что его подписали, хотя это, ну, да, короткое уведомление, но не знаю. Дерется он с Бенуа Сен-Дени, и не знаю Он даже. выходит на коротком, вот этот Кайл на коротком Да, уведомлении выходит. Ну, я он, думаю, что, Юэль Альварес должен был драться с Бенуа. ну, я думаю, что Бенуа, который провел нормальную подготовку, готовился на соперника, лагерь провел, сборы провел, подающий, может быть, какие-то надежды в том плане, что, ну, Сен-Дени, он реально крепкий парень, реально хороший парень, поэтому я ему предпочтение отдам, потому что, как ты сказал, фактор дрался последний раз год назад, плюс на коротком уведомлении, ну, как будто бы по картам, это все это не в пользу Кайла. Считаю, что Бенуа переоценивают. Слушай, возможно, почему? Потому что вот даже я могу сказать, что я в каком-то смысле заложником, вот я участвую в этом конкурсе прогнозов у Влада Калугина, я там в каком-то смысле я заложником стал того, что я, ну, сейчас в меньшей степени, когда только начинал, там еще в прошлом сезоне, я предпочтение отдавал ребятам, которых я просто там фамилию, имя знаю, где-то слышал, ну, я отдам ему предпочтение, и все. Поэтому, ну, Бенуа, ну, реально вот для меня из всего, что мы до этого посмотрели, кроме Куцелаба, наверное, это вот на данный момент, это самый вот такой вот известный боец, которого вот э, фаната UFC спросишь, ты знаешь Сен-Дени? Скажешь, конечно. То есть, может быть, именно фактор медийности влияет на то, что его как-то вот переоценили. Ты выбираешь Бенуа, конечно, да, ожидаемо. Довольно Так, ожидаемо. Мгм. так точно. Дальше наилегчайший вес. Женщины. Экс-чемпионка Алекса Грасса против Натальи Силвы. Ну, не знаю даже. Женщины это вообще, как в жизни, так и в боях с ними непросто. С ними непросто. Давай Грассу, давай все-таки отдадим предпочтение Грассу. Довольно Тут у них ожидаемо. рекорд, я смотрю, примерно одинаковый. Грасса вроде не тоже не особо возраст, хотя у них 28-31, но 31 это не слишком большой возраст сейчас. Поэтому, мне кажется, вот тоже Андрадо 33 года. Это, мне кажется, куда весомее. Поэтому давай Грасса. Долго на этом будет зацикливаться не будем. Дальше легчайший вес. Легендарный, если так можно сказать, Жозе Алдо против Айвана Захаби. Ну, Жозе, он уходил с UFC, потом вернулся. Ну, да, конечно, не тот боец, который был раньше, несколько лет назад, но он выступает на топовом уровне, и должное надо отдать. Но Айман Захаби тоже очередной боец, который мне постоянно попадается, но никогда не смотрел на его бои. Ты как думаешь насчет этого Ну, боя? смотри, давай такую аналитику проведем. Айдо 38 лет, Захаби 37 лет. У Айдо рекорд 32-9, больше 40 поединков. У Захаби 14 поединков. Без, ну, как бы никто не будет спорить, что опыт на стороне Жозе. Плюс, тут и не скажешь, если это был бы какой-то молодой парень, там, 29-30-летний, свежий, да, там, организм которого не дает сбой или дает там в меньшей степени, чем у Жозе, можно было сказать, вот, там, сделаем ставку на молодого. Но тут у них разница в возрасте небольшая. Поэтому все-таки я думаю, что это я отдам предпочтение Жозе за счет опыта, за счет того, что э, за счет богатости арсенала, потому что ну, арсенал шире, мне кажется. Поэтому тут отдадим Жозе. Я, честно говоря, сам хотел бы, чтобы он победил. Все равно, когда легенды проигрывают, это так обидно.
Обидно это смотреть, учитывая, что блестящая карьера у Жозе. Обиднее едва не знаешь, что то, что он свои годы в 38 лет идет и дерется, значит, у него не все так хорошо с финансами. Это взрослого мужчину заставить пойти там по башке получать за, пусть и не маленькие деньги, это не от хорошей жизни. Вот. Но будем надеяться, что Жозе там какой-то стрик небольшой поймет, что там ему хватит. И на победной серии завершит полностью карьеру в ММА. Это будет, мне кажется, идеальным завершением. Дальше титульный бой. Все главное событие на легчайший вес. Женщины Валентина Шевченко против Манон Фиро. Честно, после поражения от Грассо я как-то засомневался в Шевченко. Я думаю, что Манон выиграет у Шевченко. Ну, давай начнем с того, что, несмотря на поражение от Грассо, у Шевченко есть ничья с Грассо, и у нее есть победа над Грассо. Так или иначе, она все равно реваншировала, закрыла это поражение. И я думаю, что после... Это вот есть спортсмены, которым поражение, оно идет на пользу. То есть он какой-то там идет на длинном стрике, например, проиграл, расслабил. Вот, например, Шара. Он как бы, многие говорят, вот знакомые тоже, это поражение ему нужно было, оно сейчас его в чувство привело. Возможно, и у Шевченко так, она поняла, что она там не самое сильное, там, да, неуязвимое, а что нужно делать акцент там, на тренировках, больше тренироваться и так далее, отдавать всю себя. Поэтому я все-таки отдам предпочтение Валентине за счет того, что у нее в поединках там, у Фиора 19 боев, у Вали 28. То есть это такое весомое преимущество вот, в поединках. Поэтому давай все-таки я отдам предпочтение Валентине. Хоть ты и считаешь, что Фиора. Ну, она и в стойке хороша, и в партере хороша. В Ну, общем-то, посмотрим. дальше полусредний вес, главный бой, титульный бой, Билал Мухаммад против Джека Делла и Мадалены. Салам, ты считаешь, что Билал просто, ну, выиграет э, с помощью борьбы именно, что бой Ну, пройдет вот до смотри, последних раундов? Абдулмалик, если у него не будет получаться в стойке, вот я когда, чуть такой автоп, когда Перейры бой с Анкалаевым анонсировали, вот там буквально за неделю, за две, меня тоже спрашивали, вот что ты думаешь, если у Анкалаева не получается в стойке, не перебивает он просто уходит в клинч и в борьбу. Тут то же самое, если у Билала Мухаммада не получается в стойке, он уходит в борьбу. Это, ну, это такой вот козырь в рукаве. Умар Нурмагомедов, иногда он упал в бою с этим Бекзатом, правильно? Все остальные два раунда он просто засушил. И вот эта возможность, умение засушить бой, это, ну, как я уже сказал, это такой хороший козырь, подспорье. Поэтому я все-таки отдам предпочтение Билалу. Почему? Потому что, мне кажется, у него же планы какие там в средний вес. Если он сейчас побеждает, возможен такой расклад, что он может оставить этот пояс и уйти, там, подняться на вес выше, если ему, там, например, захочется. Безусловно, для фанатов с СНГ, для меня, как для журналиста, наверное, поражение Билала не такое выгодное, потому что если он проигрывает, туда переходит ислам, это новая ветка там, в истории, это интересный Киры, это интересные темы, появляющиеся новые, и больший фанатский интерес к полусреднему весу UFC, к исламу в частности. Поэтому я думаю, что многие, наверное, фанаты из СНГ не то чтобы хотят, а как бы было бы им интересно, наверное, посмотреть ислама в полусреднем весе, а для этого Билал должен проиграть. Но мне кажется, что Билал как бы вот после того, как он стал чемпионом, он раскрылся по-другому. Поэтому единственный, кто из реально из полусреднего веса а, вот поединки с кем Билал там, если бы поставили, я бы там усомнился, это Шавкат Рахмонов. А вот я не думаю, что Мадалена там что-то сможет противопоставить такое. Но это бои, это UFC мы видели, и как Камар Усман улетал, и увидели много еще чего, много каких там падений великих спортсменов, да, мы видели, и как и Перейра падает, и Адесanya падает, поэтому тут как бы все это наши предположения, которые вот мы из каких-то объективных факторов пытаемся сложить, но посмотрим. Я все-таки делаю ставку на Билала. Если честно, не очень хотелось бы увидеть Джека в качестве чемпиона. Ну, все-таки, ну, как-то не то. Как Хотелось бы будто увидеть. бы
Извините, я перебил, как будто бы Джека Мадалену там полдивизиона может вынести с легкостью. Вот такое ощущение у меня складывается, что вот реально, если он станет чемпионом, там каждый второй, да, каждый есть там третий, он сможет реально вот хороший там бой показать и даже победить. А вот кроме, кто может победить Билала в полусреднем весе? Ну, кроме Шавката, реально я не вижу там ребят, которые прям на серьезку могли бы там против него выступать. Поэтому, опять же, отдаю предпочтение Билалу. Был один боец, с Джеком дрался, дебютант был, Басил Хафиз. Ну, на коротком он вышел, на коротком уведомлении, и он такой слабый бой с ним провел. Я даже думал, что Хафиз выиграл. Ну, хотелось бы, конечно, А, Билала увидеть Шавката Рахманова. Лучше. да, ну, это все, если это мы увидим, это значит, что переход ислама в полусредний вес на такую большую длинную паузу ставится. Обидно, конечно, вот опять же, с точки зрения такой журналистской, но с фанатской точки зрения очень не хотелось бы ислама видеть в полусреднем весе. Пусть бьет легковесов, все будет хорошо. В среднем нет никого. Ну, нет претендентов нормальных, если честно. Ну, ну, опять же, я как фанат, который все равно переживает там, за карьеру ислама, как бы, да, все равно хочется, чтобы там а, твой соотечественник побеждал. Мне кажется, в полусреднем весе есть ребята, которые могут ему проблем составить больше, чем тот же Арман Сарукян, чем тот же Илья Тапурия. Поэтому не хотелось бы. Хотелось бы там еще, чтобы он увеличил стрик в легком весе, и потом уже догоняйте. Мгм. Ну, в итоге убираешь, получается, Билала Билала. Мухаммада. Билала. Да. Ага, ну, все тогда. Все, Салам, большое спасибо. Это были твои прогнозы. Мы потом их Тебе сверим. спасибо, В Малик. конце увидим тогда. Посмотрим турнир. Да. Все. Лумалик, тебе спасибо большое. Удачи тебе в развитии твоего канала. Будем надеяться, что в Баку на UFC увидимся. Там тоже что-нибудь такое интересное зафишем. Надеюсь, очень сильно надеюсь. Всем спасибо Классно. за просмотр. До свидания, до новых встреч.